Приветствую вас, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня мы хотели вам показать совершенно новое видео. В этом видео мы вам покажем тест акустики, расскажем о приборах, которым мы пользуемся, что снимаем это видео, чем записываем звук и какими приборами мы замеряем АЧХ и громкость динамиков. И первое, что хочется сказать, это о нашей новой камере. Камера специально создана для записи концертов. Это означает то, что мы можем записывать звук как в очень хорошем качестве, так и с пониженной чувствительностью звука. Для чего это надо? Объясняю. Это нужно для того, чтобы записывать совершенно громкий звук, например, бас, когда в машине играет, чтобы мы не слышали пердежа, а слышали именно те звуки, которые нам выдает сабвуфер, например, либо какая-то громкая акустика, чтобы у нас была частота звука, никаких лишних призвуков, пердежа, каких-то там дребезжаний, мы этого не услышим. Вторым интересным устройством для наших тестов является микрофон от компании SPL Lab. Он называется USB Noise Meter. Он позволяет нам измерить АЧХ динамиков, позволяет измерить громкость этих динамиков. И этот также прибор используется на соревнованиях АМТ для такого класса, как SPL Show Front. Этот класс у нас совсем новый, он появился в том году, но стал очень популярный, и много людей именно в этом 2016 году готовятся именно участвовать в этот класс, строят дикие фронты. Мы, конечно, не исключение. У нас будет собираться именно в этот класс одна машина, двенашка, там будет 12 пар 16 динамиков и 6 пар паров. Давайте поближе посмотрим, что из себя представляет этот микрофон. Зайдем на сайт производителя, посмотрим, что еще предлагает нам этот производитель. Ну и поближе рассмотрим это устройство. А вот и наш микрофон. Он представляет из себя вот такое вот небольшое устройство металлическое, в котором встроен микрофон конденсаторный, при помощи которого мы имеем возможность замера АЧХ, уровня шума. Этот микрофон может использоваться как в производственных целях, так и в домашних. Можем замерять громкость на производстве, например, там громкость станков. Для улицы мы можем замерять им уровень шума окружающего. Например, там где нужно оградить от трассы жилой район. Ну и, соответственно, нам он нужен для того, чтобы мы в соревнованиях по автозвуку могли замерить свой фронт. Также мы можем измерить качество звука, так сказать, в автомобиле, замерив этим прибором АЧХ. И потом уже посредством эквалайзера и процессора вывести звук по каждой частоте индивидуально. Давайте посмотрим, что же нам пишет сам производитель, и зайдем на его сайт. А вот мы зашли на сайт производителя. Сайт называется spl-lab.ru. И конкретно про наш микрофон, его характеристики. Это частотный диапазон от 10 до 20 тысяч Гц, амплитудный диапазон от 80 до 150 дБ. Это нам позволяет замерять звуковое давление до 150 дБ. Широкий динамический диапазон 70 дБ. Встроенный АЦП 16 бит, разъем для подключения мини-USB и бесплатное программное обеспечение, которое идет в комплекте, записанное на диск. Но описание я вам не буду читать. Вы его можете, в принципе, прочитать сами, ознакомиться с ним. Описание этого датчика микрофона будет внизу под этим роликом. Давайте посмотрим, что еще представляет нам производитель продукции. Это, конечно же, новый Next LCD метр, к которому мы можем подключить много устройств. Например, датчик для измерения давления, микрофон. Из самых интересных и самых популярных датчиков у нас, по нашему мнению, это LCD басметр, с которой мы без
помощью компьютера спокойно можем прийти в автомобиль и замерить давление. На соревнованиях используют, как правило, USB Bassmeter Pro Edition. То есть это датчик, рассчитанный на замер одновременно двух автомобилей. Это все подключается к компьютеру, и через программное обеспечение мы можем выводить результаты на экран. Существует два микрофонных датчика. Это USB RTA-метр и USB Noise Meter. Микрофон USB RTA-метр Pro Edition у нас служит для измерения чиха и гармонических искажений аудиосигналов. Как указывает производитель, он слышит даже полет мухи. Наш же микрофон USB Noise Meter является более универсальным устройством. Вторым микрофоном у нас является USB Noise Meter. Он уже более широко применяется в разных отраслях. И в данном случае для замера динамиков он нам подойдет больше всего. Наверное, здесь больше нечего сказать. Давайте-ка наконец приступим к нашим тестированиям. И первая акустика, которая будет участвовать в нашем тесте, это новинка от компании Alphard, серия Machete. Модель называется MM60. Давайте посмотрим на коробку и ее содержимое. Первое, что бросается в глаза, это характеристики динамиков. Сопротивление 4 Ома, мощность РМС 90 Вт, мощность максимальная 180 Вт, чувствительность почти 92 дБ. По заявке производителя эта акустика играет от 110 до 10 кГц. Диаметр звуковой катушки 1 дюйм, это 25 мм. Материал мембраны это бумага. И рекомендованная частота среза 8 кГц. Количество упаковки, соответственно, 2 штуки. Давайте откроем. Посмотрим, что в комплекте. В комплекте у нас идет две таких книжечки. Первая это гарантийный талон на эту акустику. Вторая книжка это руководство пользователя. Очень информативная книжка, где есть все меры предосторожности, как подключить один и более динамиков, характеристики, размеры динамиков, а также рекомендации производителя, как нужно порезать эти динамики. Ну и, соответственно, что их нельзя просто так выкинуть, их надо нам сжечь и перемотать. Шутка. Давайте дальше посмотрим. Два динамика в комплекте, как мы видим. Довольно-таки небольшой динамик, штампованная корзина, магнит средних размеров с логотипом Machete, диффузор, я думаю, увеличенной площади за счет того, что колпачок вот этот вот средний, очень маленького размера. Динамики мы уже, конечно, послушали и много поставили в автомобиле. Я вам скажу, они довольно-таки громкие, и на данный момент в этой ценовой категории у них конкурентов нет.
energy, 'cause I can't stop moving my feet. And I feel like popping and locking, rolling and rocking, shaking and shocking. What causes energy boiling up inside of me? And I feel like popping and locking, rolling and rocking, shaking and shocking, 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 shaking and shocking.
готовы для первых замеров чиха и громкости динамиков Machete MM60. Давайте я вам покажу настройки на магнитоле. Для этого зайдем в режим кроссовера. Мидбас порезан снизу от 100 Гц третьим порядком. Видео мы записывали на громкости 9. Замеры чиха мы будем проводить на громкости 13. Давайте начнем наш замер. Вот микрофон SPL Lab. Такое вот расстояние приблизительно до нашего стенда. Давайте запустим программу. И сейчас мы включим розовый шум. Так, давайте попробуем увеличить громкость. До 15. И останавливаем наш замер. Теперь мы прибавим громкость на магнитоле с 15 до 20 и замерим уровень громкости тем же прибором при помощи вот этой вот программки. Время замера мы поставим 10 секунд. Минимальная частота, как и при прошлом замере, было 100 Гц. Ну и во всю полосу. Напомню, что это будет среднее значение за 10 секунд. Тем самым мы посмотрим на максимальную громкость этих динамиков. Давайте включим розовый шум и начнем замер. Итак, громкость этих динамиков составила 104,1 дБ. Напомню, громкость у нас на магнитоле 20. Датчик USB Noise Meter. Мерим мы среднее значение за 10 секунд. То же самое мы будем проделывать с другими динамиками, когда будем тестировать. Также будем снимать от чиха громкость этих динамиков именно с теми же параметрами, которые мы делаем сейчас. Ну вот мы отслушали, сняли показания с наших динамиков. Надеюсь, вам это понравилось. Если понравилось, пишите в комментарии под этим видео, что именно вам понравилось, какие бы вы хотели динамики в следующем нашем видео провести подобный тест. Соответственно, если вам не понравилось это видео, вы тоже отпишите, почему вам оно не понравилось. Может быть, что-то нам изменить, добавить в это видео. Мы обязательно будем усовершенствоваться. Это всего лишь наше первое такое подобное видео. Я думаю, таких видео еще не было в интернете. Ну и, как говорится, не забывайте подписываться на наш канал. Скоро будет много интересного. На днях к нам приходит 58 килограмм наших легендарных Рокфордов. Это 2- и 4-канальники. Думаю, это будет очень интересно на них посмотреть. Они все новые, в коробках. Ну и нас ждет вот тут небольшая горка усилителей и сабвуферы, которые ждут нашего обзора, которые скоро выйдут на нашем канале. Спасибо вам, что вы это время провели в нашей компании. Надеемся на плодотворное сотрудничество с вами, нашими подписчиками. Мясистого баса вам, товарищи! Давайте ради творческого интереса включим один динамик Aria. Это фиолетка от компании Aria. Посмотрим, насколько он будет громкий по сравнению с двумя штуками Machete. Напомню, Aria у нас один динамик стоит в стенде. Все те же настройки, микрофон на штативе.
Так, включаем розовый шум. Сто 104.1 показал один динамик. 104.1 показала два динамика Мачете. Я думаю, в громкости все показания налицо. Для тех, кто хочет более бюджетный вариант, могут купить две пары Мачете. Для тех, кто хочет поставить одну пару и не заморачиваться, то можно выбрать одну пару Арии. Давайте говорите, что вы хотели бы еще раз сравнить. Мы обязательно протестируем в этих условиях кучу разных динамиков. У нас их вон сколько много. Динамиков очень много. Возможность покупки какого-то интересного комплекта у нас тоже есть. Ну, если мы не сможем купить, или нам это будет просто неинтересно, народ, вы готовы скинуться на динамики для такого теста? Там, ну, кто сколько может, например. И потом мы снимем все замеры, сравним, ну и разыграем среди тех, кто скинулся на эти динамики. Кому-то будет приятно. Ну и ни от кого не убудет, если он, скажем, там скинется 50-100 рублей. Такой вот интересный тест у нас получился. Вот это мои новые GL-ки, которые пойдут в Civic. Еще раз всем пока. До новых встреч.